Всем привет! Ну что ж, я нас поздравляю, до Нового года осталось совсем чуть-чуть, и с одной стороны это всегда радостно, потому что Новый год, это праздник, это что-то новое, это всегда какие-то надежды, желания, цели, праздники, родственники, подарки, в общем, это всегда что-то достаточно хорошее, даже если вы не отмечаете, все равно вот это ощущение какое-то праздничное, оно было, есть и будет, я надеюсь. С другой стороны, немножко печально, потому что год заканчивается, мы начинаем подбивать свои итоги, и они не всегда идеальные, не всегда хорошие. Этот год, в принципе, был достаточно не то, что он плохой, он странноватый такой был. Мы постоянно жили в какой-то надежде, нас метало из стороны в сторону, у кого-то произошли трагические события, кто-то отделался легким испугом. В общем, такой достаточно сложный, сумбурный, странный год. Но в целом, каждый раз перед Новым годом мы начинаем подбивать какие-то свои итоги, и, повторюсь, не всегда они хорошие. И в этом видео я не буду давать каких-то супер-мега советов, просто какой-то очень простой план, который поможет вам закончить все свои дела, которые, скорее всего, вы себе написали красивенько в начале года. То есть я просто хочу вас смотивировать, сказать о том, что достаточно еще времени, вы еще можете что-то сделать, да, не в полном объеме, если вы вообще не касались своих целей, но все-таки какие-то вещи вы можете сделать, потому что ничто так не вдохновляет, как свершенные какие-то цели, когда вы чего-то достигли, когда вы что-то смогли, когда вы вычеркнули наконец свою цель, которую там вы ставили на целый год. Это безумно потрясающее чувство, оно вдохновляет, оно помогает вам как бы радостнее войти в Новый год. Мне кажется, это вообще энергия от вот этого вычеркивания, ну, от свершения дела, она имеет какой-то волшебный эффект на всю нашу жизнь, она помогает нам дальше продвигаться. В общем, это классное, потрясающее чувство, которое я хочу, чтобы вы испытали. Поэтому достаем свои списки дел и отряхиваем с них пыль и начинаем вычеркивать. Первое, что я, конечно же, советую, это вычеркнуть то, что вы дописали просто так. Потому что каждый раз, когда мы составляем все эти списки дел, мы всегда дописываем что-то. Потому что обычно мы пишем какие-то, во-первых, сокровенные свои цели, задачи, которые вы искренне хотите выполнить, которые действительно поменяют качество вашей жизни, улучшат ее, изменят ее, что-то такое сделают. Всегда есть такие цели, но в нагрузку мы всегда себе еще там, не знаю, заняться спортом, выучить английский, больше читать, ну какие-то такие стандартные цели, которые нам общество еще попутно навязывает, что нужно вот это делать, что без этого никак, и вы, в общем, нагромождаете свой список еще вот этими делами. Так вот, в данный момент за счет того, что у нас ограниченное количество времени, очищаем свой список от вот этих вот навязанных вещей, выберите одну, две, ну максимум 3 цели, которые действительно вам важны, они действительно отзываются в вас какой-то теплотой, каким-то намерением, ну, то есть которые отзываются в вас чувствами. Вот эти чувства, они помогут вам, собственно говоря, продвигаться. При том, что чувства могут быть не самые позитивные, то есть иногда бывает из негатива вырастают какие-то достижения, какие-то цели, это тоже хорошо. Главное, чтобы у вас были эмоции на эти чувства, поэтому все остальное отметаем, мы потом с ними разберемся. Далее хочу поговорить о том, что у каждой цели есть какой-то конечный результат. Если вы его не назначили, скорее всего, вы из-за этого, в принципе, и не достигли этой цели, потому что цель, которая не оформлена, которая не имеет конечного результата, которую нельзя вычислить, понять, что она завершена и так далее, она недостижима, потому что это что-то такое аморфное, ну, как бы такое облако непонятное, которое вы гоняете из списка в список, и вы никак не можете выполнить. Поэтому вот сейчас самое время определить конечный результат. Да, возможно, это не будет полным достижением той цели, которой вы хотите, но, скорее всего, вы еще и не поставили вот прям четкую, ясную цель, которую вы хотите, но вот сейчас хорошо было бы подумать, чего вы в целом хотите достичь, и взять кусочек от этого, потому что, повторюсь, у нас мало времени, но если даже вы сделаете какой-то кусочек на пути к большой цели, это уже хорошо, это уже вдохновит, вам будет легче дальше двигаться. Потому что и психологи, и ученые говорят о том, что мы всегда страшимся самого пути, ну, то есть нам кажется, что это так сложно, это так долго, но на самом деле всегда сложнее сделать первый шаг. Вот этот вот первый рывок, первое какое-то действие, выполнить какую-то первую цель, это всегда сложнее психологически. Потом вы пойдете по накатанной, потом вы уже немножечко войдете, возможно, в инерцию, как-то сформируете всю свою жизнь, и она будет вам помогать выполнять свою цель. А вот этот самый первый шаг, это всегда очень сложно. Поэтому определяем какую-то маленькую
цель вашей большой цели, ну, то есть какой-то маленький результат, который вы можете достигнуть за месяц, за полтора до Нового года, для того, чтобы в Новый год уже войти как бы с каким-то достижением, которым вы можете дальше, в общем, продвигать ваши цели. Дальше это принцип ESGTD, который мне очень сильно нравится и который хорошенечко продвигает, повышает продуктивность, в общем, все повышает, потому что Дэвид Аллен нам говорит о том, что для каждого действия нужно определить следующее действие физическое. Это потрясающий совет. Это я его прочитала, в общем, много лет назад, наверное, года 4 назад, и он мне помогает во всем. Потому что когда вот мы даже расписываем шаги, вот в этом случае я хотела просто сказать, распишите все свои шаги, как-то распределите это все на 1,5 месяца, поймите, что вам нужно сделать, конкретные какие-то вещи, но всегда нужно уточнять, что это должны быть какие-то физические действия, потому что можно написать «придумать», «подумать», «решить». В общем, как-то это все так нету конкретного физического действия. Конечно, подумать это тоже хорошо, но в данном случае, повторюсь, еще раз, я буду это часто повторять, у нас ограниченное время. Нам нужно сделать четко, ясно и быстро все наши действия. Поэтому определяем для каждой своей цели, которую вы выбрали, для одной цели, или, возможно, для каких-то больших шагов, которые вам нужно сделать, конкретное физическое действие. Не расписывайте все, потому что очень часто бывает, что вы совершаете один шаг, второй шаг, и там что-то меняется, что-то перестраивается, и потом как бы все планы рушатся, поэтому не надо прям так сильно их расписывать, просто определите 1-2 физических шага, которые вы можете уже прям сегодня, завтра, послезавтра сделать, не откладывайте, кстати, это ни в коем случае, вот определите и прям запишите их, что вот я сделаю так, я куплю то-то, я пойду туда-то, и дальше приступаем к следующему шагу. А следующим шагом является то, что мы вписываем это в свое расписание, потому что то, чего нет в нашем расписании, того мы и не делаем. Особенно если вы придерживаетесь какой-то системы планирования. То есть вам нужно вписать это дело в вашу повседневную жизнь. Так как нам все время кажется, что у нас есть какие-то повседневные дела, обычные, работа, учеба, какие-то домашние дела и так далее. Но когда мы хотим чего-то достаточно большого достичь, какого-то конкретного результата, каких-то конкретных действий и так далее, нам их нужно делать. Но если мы будем думать о том, что когда-нибудь, может быть, я вот во вторник, у меня там вроде какое-то время будет, нет, вы никогда этого не сделаете. Нам нужно четко вписать, потому что, повторюсь, у нас ограниченное время, и нам нужно это сделать. И иногда бывает достаточно один раз в неделю уделить этой цели час-два. Нам все время кажется, что еще нужно очень много времени, и вот мне нужно выделить целый день. Нет, не надо выделять целый день. Скорее всего, вы можете в течение вот этих 1,5 месяцев, уделяя даже 15 минут в день, что-то сделать, то есть придвинуться к своей цели. Не надо когда мы думаем, что нам нужно что-то большое выделить, время, деньги, вот что-то такое вот большое, знаете, мы еще не можем обычно определиться, насколько большое. Оно нас так страшит, оно нас так гнобит, что мы потом еще чего-то лишимся, потому что это что-то большое, чтобы выделить что-то большое, нужно чего-то большого решиться и так далее. В общем, это такая вот схема, которая нам мешает что-то сделать. Поэтому определяем конкретные шаги, выделяем на них немного времени, чуть-чуть, чтобы оно не разрушило все ваши планы, потому что мы все занятые люди, и вписываем в свое расписание и выполняем, собственно говоря, это расписание. И напоследок хочу поговорить о тех делах, которые мы оставили в начале, о тех делах, которые нам навязали, которые мы хотели бы, вроде бы как. Не оставляйте их вот совсем, в смысле того, что не вычеркивайте их не всегда, скорее всего, вы все-таки отчасти хотели их сделать. Мы с ними поработаем чуть позже, потому что очень часто мы сталкиваемся с тем, что мы слишком многое всего написываем, делаем себе такой гигантский список, но мы не можем менять всю свою жизнь сразу. Постепенно все это нужно делать. Потом вводите постепенно все эти цели после Нового года. То есть используйте вот тот заряд, который вы получите от выполнения одной-двух целей, которые вот вы до Нового года сделали, как стимул для того, чтобы дальше продвигаться. Проделывайте то же самое со всеми своими целями, то есть определяйте какой-то конкретный результат, определяйте, когда и как вы будете делать, какое физическое действие. И все ваши цели, в принципе, уже сложатся в такую более-менее жизнеспособную картину, потому что когда мы составляем список на Новый год, мы все время представляем каких-то идеальных себя, что я буду вставать в 5 утра, я там буду заниматься йогой и всем прочим. Да, кто-то так делает, но не так много людей, и
Не мы точно, к сожалению. Вот, но если вы будете постепенно эти вещи вводить, если вы будете делать их более реалистичными, более жизнеспособными, то есть будете обтесывать все свои цели и примерять конкретно на себя, то есть опять-таки каждая цель должна вызывать вас эмоцию. Негативную, позитивную, в любом случае она должна вызывать в вас какие-то чувства. То есть когда вы начинаете ей заниматься, эти чувства помогут вам продвигаться дальше и помогут на всем пути достижения этого результата или этой цели. И тогда у вас все получится. Кстати, я забыла упомянуть в самом начале, что я в принципе отказалась от ну, постановки целей в Новый год уже несколько лет назад, но в любом случае я тоже, как и любой нормальный человек, хочу чего-то достичь за этот год, хочу подбить результаты, хочу себя похвалить или пожурить, и я тоже буду участвовать с вами в этой гонке. Мне в любом случае этого все равно хочется. Это настолько в нашей психологии уже, что под Новый год нужно вот составить список дел, а в конце года все это подбить и ну, оценить свои результаты, что отказаться полностью от этого вообще невозможно. Все, мои хорошие, я думаю, что у вас все получится. Подписывайтесь, ставьте лайк и до следующих видео. Пока-пока.